Всем привет! В этом видео я покажу 3 полезных и сытных завтрака в аэрогриле, которые ты точно захочешь повторить. Яичница с овощами и шпинатом, запеченный батат с 2 начинками и омлет с овощами в тортилье. Все рецепты очень простые и вкусные, и их легко сможет повторить каждый. Первый рецепт. Приготовим яичницу с овощами. Для рецепта мне понадобится 4 яйца. Я добавила еще немного белка, который у меня остался от другого рецепта. Используем любые овощи. У меня болгарский перец, помидор, горсть шпината, красный лук, соль и масло спрей. Для начала все овощи, которые у вас имеются, нарежем на мелкий кубик. У меня это примерно 1/4 болгарского красного перца, нарезая на тонкую соломку и потом на мелкий кубик. Овощи для яичницы можете использовать любые, которые у вас есть в холодильнике и которые вы любите. Независимо от того, какие овощи вы используете, все режьте на мелкий кубик, так они пропекутся гораздо лучше. Буду использовать лишь половину помидора. Мелко измельчу половину маленького красного лука. Горсть шпината помоем, обсушим и нарежем мелко. Если у вас нет шпината или вы его не любите, можете использовать любую другую зелень, например, петрушку или укроп. Для яичницы я купила вот такие силиконовые формы для тарта. У меня есть также такие силиконовые формы для панкейков. Оставлю ссылочки в описании. Я заказывала их давно и частенько готовлю в них яичницу. Но недавно приобрела вот такие формы для тарта. И посерединке я добавила еще маленькую силиконовую форму для кекса. Каждую форму сбрызгиваю немного маслом. В спрее у меня оливковое масло. Распределяю кисточкой, чтобы ничего не прилипло. И выкладываю овощи. Сначала шпинат, потом красный лук, помидор и болгарский перец. Если у вас нет силиконовых формочек, можете использовать, например, железные формы, которые подходят для духовки, или же керамические формы для жульена. Любые формы подойдут. Если у вас аэрогриль недавно и вы хотите научиться в нем хорошо готовить без разочарования, то оставлю внизу в описании плейлист с информативными видео про фишки аэрогриля, про то, как избежать ошибок, как в нем лучше готовить и что следует знать. В каждую форму разбиваем яйцо. Отдельный белок добавляю в форму посередине, маленькую для кекса. Полностью белок туда не поместился, поэтому распределяю его остатки по другим формам. При помощи ложки немного разравниваю яичницу, смешиваю ее с овощами, но не взбиваю. Сверху добавляю немного соли, перца и отправляю в аэрогриль. На режим аэрогриль 190 градусов 10 минут. У меня косори Dual Blaze. Ссылочку на аэрогриль я оставлю в описании. Я заказывала его с Amazon. Прошу заметить, что яичницу я готовлю не на решетке, а на дне формы. У меня аэрогриль с 2 тенами, и таким образом яйца пропекаются лучше по моему опыту. Если у вас аэрогриль с 1 теном сверху, то, возможно, температуру и время придется немного подкорректировать. Советую тогда понизить температуру, например, поставить 180, и, возможно, вам понадобится 15 минут, чтобы полностью все приготовилось. Следите, через 10 минут проверьте, готово ли яйцо. Вот такая яичница получается, я ее с легкостью переворачиваю, ничего не прилипло, и показываю, что с той стороны тоже все пропеклось. Выбирайте форму неглубокую и немного перемешайте его, чтобы желток не остался целым. Таким образом яйцо приготовится лучше. Добавлю малосоленый лосось, овощи, и полноценный сбалансированный вкусный завтрак готов. Также оставлю ссылку на плейлист других завтраков в аэрогриле. Их на канале уже очень-очень много. Следующий рецепт. Приготовим завтрак в сладкой картошке, в батате. Батат очень полезен для здоровья, в нем большое содержание бета-каротина, который превращается в витамин А. Батат полезен для иммунитета,
Для сердечно-сосудистой системы, для пищеварения. В общем, очень полезный продукт. Если видите его в магазинах, обязательно покупайте. Если у вас нет его, можно использовать для этого рецепта обычный картофель. Примерно 6 штук подойдет. Для начала я хорошо мою картофель, обсушиваю его, делаю проколы вилкой, чтобы он не лопнул, обмазываю маслом, кладу на решетку в пергаментную бумагу, чтобы аэрогриль оставался чистым. Поскольку картофель большой, ставим на большое время. Мне понадобилось 200 градусов, примерно 40-50 минут, чтобы батат приготовился. Если вы используете обычный картофель, соответственно, он меньше размера и вам понадобится меньше времени, возможно 30 минут. Проверяйте вилочкой на готовность. Сначала я поставила батат на 40 минут, проверила готовность. Тот, что был меньше, приготовился, тот, что был побольше, немного не доготовился. Я перевернула батат на другую сторону и поставила еще плюс 10 минут. В общей сложности примерно 50 минут мне хватило для того, чтобы они полностью приготовились. Вынимаем батат из аэрогриля. Поскольку у меня два батата, я покажу две начинки, которые можно приготовить. Первая будет очень сытная, с яйцом, идеально подойдет на завтрак, также на ужин. Для рецепта мне понадобится готовый запеченный батат или же обычную картошку, используйте 2-3 штучки, сыр фета, томаты черри, одно яйцо и зеленый лук. Разрезаю пополам вдоль картофель. Немного раздвигаем середину, при помощи вилочки разминаем немного мякоть, делая такое небольшое углубление для яйца. В аэрогриль на решетку кладу один картофель. В отдельную емкость я разбиваю одно яйцо, добавляю немного соли, перца. Можно добавить любые специи, например, сушеный чеснок, сушеный лук или сушеные травы. Взбитое яйцо выливаю в углубление картофеля. И внутрь можно положить любую начинку. У меня это сыр фета и томаты черри. Сыр я режу на небольшие кубики, томаты черри на половинки. Можно использовать обычный помидор и также любой другой сыр, который у вас есть. Ставим в аэрогриль на 180 градусов 15 минут на режим аэрогриль. Этого будет достаточно, чтобы яйцо полностью приготовилось. И вот такой вкусный, сытный завтрак или ужин у нас готов. Всем приятного аппетита! Подаем картофель с зеленым луком. Так выглядит более красочно. И такое блюдо очень приятно кушать. Оно вас насытит надолго и, главное, принесет только пользу. Обязательно попробуйте приготовить. Вторую начинку я решила приготовить без яйца и немного другую, просто с сыром фета и с вялеными томатами в масле. Беру несколько вяленых томатов в масле, режу на небольшие кубики и кладу прямо туда сыр фета немного, разминаю в руках и вяленые томаты. Такой завтрак можно есть сразу. Сверху украшу все так же зеленым луком. Начинка для батата может быть абсолютно любой. Используйте вашу фантазию и берите все, что есть в холодильнике. Кстати, батат обладает чуть сладким вкусом, поэтому идеально подходит еще и для десертов. В ближайших видео я покажу, как сделать брауни из батата. Это очень вкусно и полезно. Обязательно не пропустите в новых роликах. Такие два варианта вкусного сытного завтрака у нас получились. Всем приятного аппетита! Такую лодочку из батата подаем прямо в таком виде. Очень удобно кушать. Немного разомните вилочкой, и батат хорошо отходит от кожуры. Следующий рецепт похож на супер полезную пиццу. Тортилья получается очень хрустящей. Внутри омлет с овощами получается просто очень вкусно. Обязательно попробуйте такой рецепт, если не пробовали. Для рецепта я использую цельнозерновую тортилью. Подойдет также лаваш, если вы не можете найти тортилью в магазинах. Любые овощи, яйца и сыр. Для того, чтобы тортилья хорошо держала форму, я нашла такой лайфхак для себя. Использую вот такую невысокую железную форму для аэрогриля. Если у вас нет такой, то подойдет форма с невысокими краями. Выкладываю тортилью в форму, кладу листья шпината, разбиваю яйца в тортилью. У меня 2 яйца, но впоследствии я добавлю еще одно. И любые овощи нарезаю мелко. Болгарский желтый перец,
Нарезаю на кубики половину помидора. Измельчаю зеленый лук, он нам понадобится при подаче. В процессе готовки я поняла, что яиц слишком мало, 2 яйца недостаточно. У меня овощей гораздо больше, и я добавила еще 1/3 яйцо. Смешиваю яйца с овощами вилочкой прямо в тортилье. Осталось немного посолить, добавить любые специи, которые вы хотите. И сверху я натираю сыр на крупной терке. Распределяю его по поверхности. Если хотите, его можно немного утопить в яйце. Для данного рецепта я также убираю решетку. По моему опыту, яйца готовятся лучше в чаше аэрогриля, если у вас 2 тена. Тортилью выпекаем на режиме аэрогриль 180 градусов 10 минут. Если же у вас 1 тен, то температуру придется чуть понизить и увеличить время. Края тортильи получаются румяными и очень хрустящими, получается безумно вкусно. Сверху я просто добавляю в хаотичном порядке зеленый лук и половинку авокадо. Получается очень сытно, вкусно и выглядит очень эффектно. Обязательно попробуйте приготовить. Совет: если вы не уверены, что яйца будут пропекаться в аэрогриле, всегда взбивайте немного яйцо. Не оставляйте отдельно белок и отдельно желток. Если так оставите, скорее всего, у вас будет разочарование, и желток может с белком где-то не приготовиться. Я обычно всегда смешиваю, и все получается идеально. Я разрежу тортилью и покажу, что яйцо полностью пропеклось. Тортилья внутри полностью пропечена, получается очень вкусно, нежно. Хрустящая корочка тортильи дополняет приятный вкус омлета с овощами и сыром, и это блюдо действительно достойно вашего внимания. Спасибо за внимание, за просмотр данного видео. Я надеюсь, что вам понравилась данная подборка полезных и сытных завтраков в аэрогриле. Напишите в комментариях, какой рецепт вы хотите приготовить в своем аэрогриле. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!